Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку незабываемо вкусный, очень быстрый, один из самых быстрых пирогов, который есть в моем арсенале. Это пирог с малиной со штрейзелем. Поделюсь с вами секретом, как сделать вкус этого пирога еще более сливочным, элементарным способом, штрейзель еще более нежным. Сначала приготовим тесто для пирога. 5 яиц среднего размера, 1 щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это повзбиваю просто до состояния пены и добавляю туда 250 грамм сахара порциями. Количество сахара я здесь убавлять не советую, потому что малина очень кислая ягода. Баланс вкуса будет прекрасным с таким количеством сахара. Взбиваю эту массу примерно около 3 минут. Дольше взбивать нет смысла. Масса станет вот такой побелевшей и пышной. Так и должно быть. 250 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю примерно 2-3 минуты. Показываю, как наиболее быстро приготовить вот такое тесто на сливочном масле. Добавляю сейчас всю яичную взбитую смесь к маслу и просто перемешиваю, ничего дальше не взбиваю, до объединения. Добавляю туда сейчас 100 мл теплого молока. Просто перемешиваю. Масса слегка расслоится, это нормально. И сразу же просеиваю туда 450 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. И все это просто прорабатываю миксером до объединения, ничего не взбиваю. Форма здесь у меня большая, на большую порцию буду готовить пирог. Кому нужна маленькая порция, на маленькую форму 20 сантиметров в диаметре нужно просто всех продуктов взять вдвое меньше. Распределяю все тесто по форме. 500 грамм свежемороженой малины распределяю по всей поверхности теста. И сейчас приготовлю самый быстрый штрейзель. Штрейзель буду готовить много, на большую порцию. 300 грамм муки, 170 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара. Все это просто перемешиваю. И вливаю туда сейчас 150 грамм растопленного сливочного масла. Оно не должно быть горячим, просто комнатной температуры. И как вы заметили, такой небольшой секретик вам здесь показываю, что насадка у меня всего лишь одна у миксера крюк. Для того, чтобы получился самый хороший штрейзель. 2 не нужно использовать. Распределяю сейчас весь штрейзель по малине, по пирогу. Вы же можете в 2 раза меньше взять всех продуктов на штрейзель, если вы не любите, чтобы у вас был большой слой штрейзеля на пироге. Я люблю, чтобы его было много. Выпекать буду в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне примерно 35 минут. Если вы будете брать свежую малину или другую свежую ягоду, достаточно будет 30 минут на выпечку. Убираю выпекаться. Итак, пирог у меня испекся. И вот теперь показываю главный секрет, как сделать его наиболее сливочным, мягким и штрейзель наиболее нежным. Я поливаю весь этот пирог очень аккуратно и бережно, просто молоком. 200 мл молока у меня здесь. Если вы возьмете сливки, хотя бы 10% жирности, вот для этого, чтобы полить этот пирог, будет еще вкуснее. Я поливаю молоком, более бюджетный вариант вам здесь показываю, и оставляю сейчас все это полностью остыть до комнатной температуры. Ягоды можете использовать здесь абсолютно любые, на ваш выбор. С малиной идеальный просто вариант. Пирог идеально нарезается на порции. Здесь большое количество порций. На 20 порций реально разрезать такой пирог. Нежнейший, очень ароматный и необыкновенно просто вкусный. Штрейзель ни в коем случае не размокнет от молока, за это переживать не нужно. Будет очень нежным и вкусным. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.